Сегодня, други мои, я нахожусь вот в этом, не могу назвать его прекрасным, но все же это автомобиль. Все скрипит, все гудит, все ломается. Не буду даже говорить название этого автомобиля. Те, кто разбирается или у кого похожий, знают, что это, конечно, полная... Да что ж такое-то? Даже не знаю, как им управлять. Полная противоположность моему автомобилю, в котором я обычно езжу. Но мне сегодня хочется, опять же, вот как я говорил, чтобы девушки все-таки не за бабки, а за любовь и за отношения. И пускай я приеду вот на этом дырявом самоходном аппарате, вот, и сделаю акцент именно на себя, а не на то, что у меня есть на самом деле. Будем надеяться, что именно эта принцесса оценит меня по достоинству, тем более, что, если вы заметили, я начал отращивать волосы. Вот, хочу сделать какую-то прическу, хотя многие уже говорят, что с моей плешью ничего не сделаешь, но я верю в то, что еще можно походить кучерявым. Даже слюнки побежали. Ждем мою принцессу. Угу. Друзья мои, всем привет еще раз. Наконец-то мне пришло то, что я так долго ждал. Новиночка, которая мне очень-очень интересна и нужна. Итак, внимание, погнали! Это новые Watch S10. Заметили, как они ко мне прилетели? Как у одного очень известного чувака, да, который делает распаковки. Итак, распакуем. Смотрите, сразу ремешочек у нас здесь и часики. Обратите внимание, теперь они у нас в глянцевом исполнении. Не матовом, а глянцевом. А глянец выглядит всегда дороже. По мне так статусней, что ли. Обратите внимание, что рамки стали намного тоньше. Это тоже очень-очень круто. Вот такой ремешок себе классный, спортивный, я тканевый поставил на эти часики. Мы можем выбрать с вами экранчик, как всегда. Посмотрите, какие экранчики яркие, классные, какой дисплей четкий и вообще, конечно, удивительно притягательный. Выберем себе, давайте Снупи. Почему бы нет? Есть у меня знакомые, похожие на эту собачку. Очень большой функционал у этих часов. И что меня особенно радует, такие мелкие вроде бы, но приятные фишки, как игрушки. Сидя в пробке или в очереди, можно прикольно провести время. Да, мелочь, а приятно. Что еще? Конечно же, медицинские показатели. Мы можем с вами измерить давление, сатурацию. Это очень-очень полезно в нынешних условиях мониторинга здоровья и нашей, так скажем, нелегкой жизни. Это мой пульс. Можно отвечать на звонок прямо с часов. Здесь есть программы тренировок, и их очень много для тех, кто у нас занимается спортом. С часов можно отвечать на звонок и разговаривать прямо на часах, не используя телефон. Из новинок несколько фоток загружаются на экран этого замечательного гаджета. Короче, вот это я всем рекомендую. Ты точно не пожалеешь. Тем более впереди праздники. Какие? Давайте перечислять. 14 февраля, День всех влюбленных. 8 марта, 23 февраля. Если вы хотите сделать кому-то подарок, то это то, что нужно. А еще потому, что на них удивительная цена. Готовы? 7490. Каково за такой классный и, можно сказать, уникальный гаджет? Но это еще не все. По промокоду TaxiHype вы получите вот такой замечательный Powerbank. И это абсолютно бесплатно. Итак, магазин мой любимый, без проводов 174. Ссылочка на него будет в описании. Переходи, подписывайся и заказывай в подарок или себе любимому. И помни еще, что тебе придет абсолютно бесплатно. Будь счастлив и удачи. Пока-пока. Заходи, это я. Привет. Чё, ты не узнала, что ли? Привет, да, не сразу слушаю. Не сразу? Узнала, да. Богатым буду, видимо, надеюсь. Возможно. Возможно, да. Привет, я рад тебя видеть. Ты чего такая ошарашенная? Это твоя машина, да? Ну да, что? Это же машина времени. Просто вернусь пораньше. Ну, чего? Что-то пыль какая-то. Слушай,
Слушай, ну, пыль набежала, просто дверь открыла, может, воздухом надуло чуть-чуть. Слушай, знаешь, такая А может, с пыль- меня по старости сыпется песочек? Может быть такое? Да, смешно. Ну, а что, нет, удобно тебе, нет, сидеть? Хочешь, может быть, там еще... Нет, не надо, все. Точно? Да, все хорошо. Я не уверен, что Нет. так можно здесь сделать, может, она не развалится? Нет, не Ну развалится. вот, да, я тоже про Тоже это боишься? подумала. Чего? Слушай, а я вроде как это... Ты же вроде на другой машине, нет? У тебя на фотографиях была там Бентли, если я не ошибаюсь. Ну, была и такая машина. Серебристая такая, нет? Слушай, ну, ты понимаешь, на самом деле, это что, важно, что ли? Какая машина? Ну, как бы ты мне представлялся немножко другим Не, ну человеком. подожди, и человек, смотри, машина поменялась, а человек-то нет. Я остался Да. все тем же Женей, который тебе понравился по переписке, по фотографиям. Ну, подумаешь, там не на Бентли приехал, а вот на этом запорожце импортного производства. Ничего страшного, я думаю. Что главное же все-таки, опять же, это... Мне ж- Чем ты, подожди, занимаешься, если не перебьют? Ты же вроде говорил, у тебя 2 бизнеса, да? Консалтингом, чем-то ты там занимался. Это первый, да, у Слушай, тебя был? да, но дело в том, что, ты понимаешь, жизнь, она же не прямая линия. Жизнь, она вот такая вот, как кардиограмма. Взлет и падение, взлет и падение, Ясно. взлет и падение. У всех причем, ни у кого нет вот такой ровной истории. Это, наверное, только у того, кто ничего не делает, лежит дома на диване, глаза Слушай, закрыты. Да, но мы же всегда пытаемся все кверху расти, правильно, да? Ну подожди, ты просто Если сейчас что-то попала в происходит- период, когда у меня, к сожалению, вот провал, так скажем, воздушная яма, про турбулентность. Слышала такое понятие? Алена, а ты что с этим Аполлоном турбулентность уже проверяла или как? Вот в бизнесе есть тоже турбулентность, когда кошмарит бизнес, Я вот поняла, просто жестко. ну, слушай, блин, можно было как-то об этом сказать, понимаешь? Я тут сегодня все-таки Это как сказать? собралась, тем более... Алло, привет, приезжай, но у меня проблемы с бизнесом. Мы будем не на Бентли, а на Ну, слушай, я другой тут машине. собралась, ну, знаешь, ну, ты вот приехал на другой машине, я бы тоже могла, знаешь, прийти в спортивном костюме, к примеру, то есть не в шубе, не накрашенной, знаешь, с гулькой на голове, там, ну, зачем я просто 2 часа сейчас я в Ну, салоне я, мне кажется, сидела, внешне тратила на все-таки себя. не хуже выгляжу, чем на фотографии. Но Просто мужчина, машина. понимаешь, машина, она представляет мужчину, а женщина, она вот как бы себя представляет. То есть ты тратишь на машину, то есть это вот я и моя машина, это я. А девушка, она все-таки, ну, то есть мы же всегда визуально смотрим на партнера. Да. И, ну, к примеру, я бы захотела тебя познакомить со своими друзьями, а мои друзья немножко другого круга людей, понимаешь, мои подруги и их молодые люди немножко выше статуса. Не, подожди, я легко впишусь в твой круг, просто не А почему ты обязательно. думаешь, что ты легко пишешь? Ну, не обязательно же рассказывать всем про то, что у меня сейчас происходит. Смотри, пройдет немного времени, я все верну, все позиции, поверь мне. Просто нужно подождать. Ну, подождать, понимаешь, мне не 19, не 20 лет, чтобы ждать, как ты говоришь. Откуда я знаю, сколько это пройдет время? Год, Ну, а два? вера в хорошее, взяться за руки. Ну, подожди, стой. И в болезни, Какая и в горе, и в вера? здравии. и Ну, вот куда, в это о чем всё ты историю. говоришь? Ну, тем более мы первый день с тобой знакомы. Я не хочу тратить, понимаешь, для меня даже месяц это уже весомый. Ты не знаешь, какой у меня потенциал просто, понимаешь? Я с этими проблемами разберусь Подожди, вот так, на слушай, раз-два. Ну, какой потенциал? Это мы сейчас ты мне говоришь, а получается по факту другой. То есть ты мне представлялся одним человеком, а сейчас совершенно другой. Слушай, ну как бы, ну это несерьезно, пойми, ну мужчина так не поступает. Давай согласись со мной, ты вот как-то ты мне устраиваешь вот эти качели, ты не весы случайно, нет? По знаку зодиака? Или Да. близнец какой-нибудь? Нет, весы. Весы, В ну вот октябре тем более, родился. пожалуйста. Да, я понял. Ну, так и давай, чё, может чё? быть, я не знаю, ну как-нибудь останемся друзьями, ну, может, Ну, пообщаемся также на началось. переписке, я просто пойду, ну, серьезно. Я не могу тебя так отпустить, тем Ну. более, если тебе очень важно наличие Мне определенный статус важен, да. определенный статус, да, тебе важен. Слушай, ну, давай скажу так. Этот автомобиль у меня. От бабушки? Да, конечно, конечно. А что, пахнет бабушкой? Ну, есть такой, немного, знаешь, да, запашочек. Да, ну, но это что-то не от такое меня. прокуренной бабушки, да. Да, прокуренный бабушка. Трубку курит Вот именно, я это и бабушка хотела моя. сказать, как будто бабушка, которая курила здесь сигарету. Тут даже вот, видишь, ну, цвет какой-то такой. Ладно, слушай, хорошо, если тебе уж так важно, ты так зацепилась, закусилась за этот автомобиль, я тебе скажу, как есть. Этот автомобиль только на сегодня мой, я его взял в аренду. Моя тачка сейчас на ТО, я делаю ТО, я вечером должен ее забрать. Поэтому, я не знаю, ну, видишь, люди разные бывают, я не знал, что тебе важно, как бы, ну, вот этот все себе бисер, мисер, шмисер, вот это
вся, да? Слушай, мог бы тогда Вот. сразу сказать, а тут можно было же сказать, что типа, Типа Аня, что, извини, что? у меня сегодня машина, В ремонте. В ремонте, да. И что вечером Спокойно все бы, будет? да, все будет хорошо, мы бы отдохнули. Но это же фальшь, это ложь, это неправда. И как раз вот, слушай, я вот знаю вот там вот за углом, если туда повернусь налево, потом направо, там есть очень хороший ресторанчик, Да. там морепродукты очень вкусные. Серьезно? Я там была, да, с подружкой с одной. Поехали туда как раз-таки съездим. Не, погоди, я не договорил, ты просто не даешь мне договорить. Это деньги, если вот сейчас, вот у меня на ресторан денег нет, у меня есть там пару косарей кофе попить. Это деньги на ТО. Я их копил, 3 месяца собирал, чтобы заплатить за ТО сегодняшнее и забрать машину. Поэтому денег на ресторан нет. Я не шутил, с бизнесом все не очень. Тачка есть, но с бизнесом все не очень. Слушай, я тебя не понимаю. То у меня все хорошо, то у меня все плохо, то опять у меня все хорошо, теперь опять у меня все плохо. Ты как-нибудь можешь сразу сказать? Ну, как бы серьезно, вот ты опять устраиваешь вот эти самые качели. Я тебя немножко не понимаю. Нет, я просто не понимаю тебя. Ты уже определись. Тебе нужен я, тачка, бабки и ресторан. Вот давай Мне нужен выберись. статус в жизни, спокойствие, статус, да. Я хочу нормального мужчину, который обеспечивал меня без вот этих вот эмоциональных качелей, чтобы я не волновалась, а чтобы у меня все было ровным счетом, понимаешь? Мне не нужно вот это вот чьи-то проблемы, тем более проблемы мужчины. У меня есть свои проблемы, которые я бы хотела решить. И кофе я могла бы попить, скорее всего, и сама. Спасибо тебе большое, кофейню я прекрасно Я знаю. понял, все, Счастливо, давай, до блин. свидания. Трындычиха. Трындычиха. Статус ей нужен. Ей статус нужен. А мне нужен кекс с изюмом, бля. Можно и без изюма. Вам что? Положить варенье или сгущенного молока? Тебе варенье или того и другого? И того и другого. И можно без слева. Да, но в отличие от мультика, моя жопа не застрянет ни в какой норе кролика, потому что я не могу, сука, получить в эту нору доступ. Ни в какую. Ни в кроличью, ни в жабью, сука, ни в лисью, ни в какую. У меня в голове все та шутка, да, и у меня было такое трудное детство, что если бы я не был бы мальчиком, мне бы совсем не с чем было бы играть. Да, видимо, играть я буду с этим мальчиком до пенсии. Ну, ничего, осталось подождать совсем немножко, потом гормоны отскочат, мне уже вообще нахрен ничего не надо будет. Будет денежка на самогоночке чуть-чуть собственного производства. И хорошо. Что там, дрожжи, сахар, да, и там, не знаю, и божья воля. Да, Тазик, не выручил ты меня, а наоборот все испортит. Вот хрен угадаешь, как говорится, да? Приезжаешь на шикарной тачке, давай бабки, приезжаешь на херовой тачке, а у тебя бабок нет. Я уже не знаю, на чем приехать. Если бы не зима, может быть, и пешком бы. Ну, блин, а куда камеру прикрутить? Не в задницу уже, правильно? Короче, все не в масть. Не знаю. Статус ей нужен. Ну, а как же, вот что современный мир делает с людьми, да? Вот всем, особенно в крупных городах, как я уже говорил, всем нужен этот гребаный статус, Бентли, Мальдивы и так далее. И если твой мужик тебя не возит на Бентли, на Мальдивы, причем прямо на Бентли, значит, жизнь твоя полное дерьмо. А кто это в уши вкладывает, я знаю. Маркетологи, которые продают тур на Мальдивы и Бентли. Вот, они заставляют мужиков покупать в кредиты Ролексы, Бентли и Мальдивы. А женщин с пафосными рожами делать вид, что все это в их жизни с избытком. Часто по воле судеб приходится наблюдать таких мадемуазелей, которые сидят в ресторанах, где тусят якобы могущие мира сего, пьют чай целый день, вот, привлекая внимание, тратя всю зарплату на одну какую-нибудь побрякуху Гуччи, Дольче Габбана и так далее, да, для того, чтобы позиционировать себя как супер-лакшери вумен. А по факту колхоз колхозом. Поэтому, девчонки, будьте проще, ну, правда. Чем проще вы будете, тем больше у вас шанса привлечь мужчину именно к себе, а не к своим вот этим вот слышь, мышь, дай, подай, принеси, должен, обязан, блевану сейчас точно. Ох, где же ты вот эти бескорыстные подруги, как говорил один герой одного известного фильма,
а именно Покровские ворота. Где вы, бескорыстные подруги моей молодости? А ведь действительно, давайте вспомним, когда я учился в институте, был студентом, бабок не было от слова совсем. Вот, и чтобы их достать, приходилось заниматься такими вещами, что даже вспоминать не хочется, если честно. Вот. Интима-то было, бля, до хрена. А возможностей-то не было ни хрена. Я могу сказать, у меня и зубы не все были на месте. И то как бы было все неплохо. И качество мадемуазели было тоже вполне себе... Да, короче, всем, кто меня знает из той эпохи, девушкам привет. Ну, то есть это все... А было тогда что? Ну, видимо, харизма, юмор, я не знаю. Один этот счастливый зуб во рту. В общем, как-то было все попроще. А сейчас, конечно... А может, в натуре, знаешь, сколько тебе? 44? Нет. Без 2 чемоданов бабла к телу не допущу. Зачем я нахрен этот пресс делаю тогда? Ну его в жопу, пойду беляшей пожру, короче, и буду бабки зарабатывать. А вы пишите, пишите, пишите.